Joe, for those who don't know it yet, 26 years old, currently work for Fulham Football Club. I look after the analysis for the younger age groups, so the under 9s to the under 16s. Опять же, краткое резюме, кратко о нем. Говорит, меня зовут Джо Мур, я работаю в Академии Фулхэма, соответственно, проработал в районе 5 лет в качестве аналитика в футбольных клубах. Сейчас, соответственно, в Академии отвечаю за возраста с 9 до 16 лет. I've been in this role at the club for 2 years. Previously, before this, I've around 5 years experience in analyst positions in other football clubs, including Cheltenham Town, which is a Division 4 club in the UK, and Portsmouth Football Club, which is in the same league. В Академии Фулхэма работаю уже 2 года. Предыдущие мои клубы были один из Cheltenham Town. Это клуб 4-го дивизиона Англии. And just to touch upon my qualifications, so I've actually got 3 degrees, all of which are geared towards performance analysis. Recently completed a master's last year in London that is specific to performance analysis in sport. Также ниже у него описаны все его квалификации. 3 мастер-дегри, то есть это бакалавриата, 3 образования, плюс одно он, говорит, в прошлом году закончил то ли докторскую написал диссертацию, то есть уровень достаточно приличный. И все относительно спортивного анализа действий игроков во время игры. Можно вопрос, а он не тренер, то есть именно аналитик? Он именно аналитик, да. Он именно аналитик. Тренерского образования? Do you have the football coaching license? Level 2. Да, у него есть образование, да, получается, тренерское, Level 2, это как у нас лицензия C. Примерно. So just to go over very quickly the kind of areas that we're going to talk about today, I'm going to briefly introduce why, when and how we use football analysis at Fulham Football Club. То есть краткое содержание того, что сегодня будет, поговорим о футбольном анализе, то есть зачем, где и как, что происходит во время анализа. And then talk about the kind of 4 key areas that we use it for. So the first is video, so we're going to look at how we capture video, how we code video and how we share video. Соответственно, что касается видеоанализа, то есть как видео снимается, как видео анализируется и, соответственно, как этим видео дальше в Академии распоряжаются. Before talking about how we use data to analyze team and individual performance. Соответственно, как используется прочая статистическая информация относительно статистики команды и статистики индивидуальных игроков. And finally, we'll touch briefly upon how we use data and video to scout and recruit at the football club for players. Ну и, соответственно, дальше он тоже отметит, как именно его подразделение в Академии используется другими отделами в Академии, в том числе отделом селекционным. And finally, I'll just talk very briefly about where we see at the football club the future of football analysis heading. И, соответственно, закончит он тем, как он видит будущее вообще футбольного анализа в плане развития этой индустрии. Just to give you a kind of heads up on how the structure works at Fulham in terms of football analysis, so we have, as you can see, quite a few members of staff in the department. То есть примерно следующая структура аналитического департамента в Академии, вообще в Фулхэме, он делится на, соответственно, первую команду и на Академию. Yeah. Perfect. То есть, так, если тоже вкратце, получается, 2 полноценных специалиста работают на первую команду и 1 стажер в Академии, соответственно, работают 3 полноценных аналитика, 1 на полставки и еще 3 стажера, которые также помогают при съемке и при каком-то минимальном анализе. Cool, so the first thing I want to talk about very quickly is just introducing why we analyse football matches at the club. Сейчас пару слов вообще для чего и что такое футбольный анализ, а аналитика для чего она нужна. So for us it's to provide an objective review of performance in sport. То есть для нас, по нашему мнению, это способ объективного анализа действий футболистов в игре. Importantly for us, it allows us to access part of the sport performance that may have been forgotten. Для нас этот способ отмечать те моменты и фиксировать, которые, возможно, выпадают при просмотре футбола, при анализе вживую. Numerous studies and previous studies that we've looked at educationally have highlighted that coaches record around 30 to 50% of sports. Множество исследований доказало, что тренеры и спортсмены, которые участвуют в игре, запоминают, скажем, у них откладывается максимум 50%, даже меньше, говорить, чем реально происходит.
in reality this is probably a lot less than that. The reason being is when we watch sport as humans, we tend to watch where the ball is and the main events on the ball. So by analysing our performance after a game, we can actually access the performance of players who are not in possession and where they are in terms of their positions on То the есть pitch. идея в том, если просто человек смотрит футбол, то и пытается анализировать футбол, то у него акцент больше идет на мяч, он смотрит на то, что происходит вокруг мяча. Собственно, с помощью спортивного анализа вот такого, постматчевого, это позволяет захватить еще моменты действий игроков, которые выпадают, скажем, из вот этого поля мяча. Например, если мяч, грубо говоря, у правого нападающего, то, что происходит с левым защитником, это в большинстве случаев забывается и из-за живого анализа пропадает. Particularly for us in youth football, we think this is massively important as we're trying to develop players. So we need to know what they're doing both in possession but also out of possession. То есть для нас, да, в то же время очень важно, поскольку мы занимаемся именно развитием футболистов и воспитанием, нам очень важно донести до всех их действия, независимо при владении мячом и в зоне как раз вот мяча, или в тот момент, когда команда не ладит. So just going to talk quickly about when we analyse football, and it's done predominantly in two ways. It's usually either done before a game or after a game. То есть это примерно схема того, когда, в какие моменты происходит анализ, да, игры. То есть всего два. До игры идет анализ и, соответственно, после. However, we're seeing advances in technology are now actually allowing us to do this during a game. Сейчас технологии уже выросли, дошли до такого, что уже вживую можно производить анализ действий игроков. As a result of technology becoming more affordable, we will now be able to kind of access analysis footage and analysis software on mobile devices, and it'll become cheaper effectively, meaning that it should slowly begin to kind of filter down to grassroots level and lower leagues. То есть сейчас уже, да, он говорит про то, что дошли до того технологии, что сейчас вживую можно уже там с мобильным устройством прямо во время игры получать данные о тех или иных там статистических данных и количестве правильных и неправильных действий. And then the last part of the introduction really is just talking about how we analyse football and how we deliver that to the players. So we share it through a variety of ways. It can be done through observing live performance and feeding back during or after a game. То есть сейчас о том, как мы анализируем, как мы игры, да, сейчас, говорит, много способов существует, как проводить анализ игры там до, во время или после. We can observe video performance and feedback through video sessions, like this picture here. То есть в процессе, после уже проведенного анализа собираются команда, игроки и проводятся с ними беседы и разговор, анализ непосредственных действий и игры. And what's becoming more common now is through the use of data and statistics, so we're getting data reports and systems. Помимо, соответственно, видео, да, нарезок, помимо общей команды, существуют еще отчеты, статистические отчеты на действия этих игроков. So there are four real roles that we're using football analysis for at Fulham Football Club currently. The first is video analysis, the second is data analysis, the third is recruitment or scouting, and the fourth is for multidisciplinary support. Вот эта схема отображает роль и задействование аналитического департамента в академии. То есть это видеоанализ, это анализ статистический, это анализ для селекционных целей и поддержка других отделов, соответственно, с помощью видео. The first we're going to talk about is through how we use video analysis effectively at the club. Сейчас, соответственно, видеоанализ, да, первый пункт был той схемы видеоанализ, видеозахват, то есть как происходит съемки. So the first part Как и чего. the first part we'll talk about is video capture. With regards to the film, the games that we film across the kind of club, we film all first team matches. То есть какие происходят съемки? Снимают первую команду, снимают все игры. All under 23, under 18 and under 16 matches. Снимают все игры команд U23, U18 и U16. And we film all of the under 9s to under 15s home games. Что касается команд U9, U15, снимаются только домашние матчи. We then exchange footage with away teams if they filmed our matches. Что касается выездных игр, то здесь Фулхэм в основном на партнерских отношениях обменивается с командой, принимающей видео. Up until this point, for the younger age groups, the 9s to 15s, we've had 163 games filmed this season. В целом это получается где-то 163 записанные игры за сезон.
And then training footage, the first team have all of their training sessions filmed. Также они снимают тренировки команд. Снимают все тренировки первой команды. We also film selected academy sessions, so under 9 to 23s. Команд U9 и U23 снимают отдельные тренировки по необходимости, по запросам тренеров или, соответственно, по другим планам. And finally, we film specific coaching sessions where coaches are mic'd up. We then analyse that video content and provide them with a statistical Что report. еще тоже интересно достаточно, то, что они проводят запись непосредственно работы тренера. То есть помимо просто съемки и видео направленного на тренера, они вешают на тренера микрофон и потом эту аудиозапись также анализируют, переводят там в цифры, в какие-то отчеты. То есть тем самым позволяет тренеру тоже дать какой-то фидбэк, какую-то обратную связь тому, что вообще он делает и как он делает. Just some of the equipment that we use to film matches. We have a large number of these Sony cameras that we use in stadiums. We have a couple of the high-end zone towers, which are crank towers like HiPods, and we're also looking to invest in a drone this summer. Значит, что касается оборудования, как они снимают, как они производят захват видео. Первый вариант это, соответственно, огромные там, камеры Sony на стадионе. Второй вариант это переносные камеры, которые телескопические, которые вытягиваются, позволяют, соответственно, на определенной высоте снимать, чтобы больше захватов. В этом сезоне, говорят, уже перешли на дроны, снимают тоже тренировки дронами. And finally, we're looking at getting fixed IP cams in the summer at the training ground, which are effectively fixed security cameras, which will film high Еще один интересный момент, что как они еще захватывают. У них на стадионе, на тренировочных полях есть видеокамеры наблюдения безопасности. То есть это огромные столбы с огромной камерой, которые наблюдают за безопасностью, скажем так. Они к ним подключаются и также в режиме джойстика наводят на поле и снимают все поле широкоугольным захватом. Может быть, да, в последнем, maybe you can later show us the... Yeah, потом, соответственно, тоже вы можете показать, как это выглядит, то есть разными камерами. So, just talking about the coding process now, so once we film the games, we take them back to code. Соответственно, дальше. Второй после съемки происходит, соответственно, анализ, да, как кодинг называется, да, это анализ непосредственно видео. Первое, соответственно, то, что происходит в живом режиме или сразу там после матча, в зависимости от возраста, от команды. No, I thought only the first. Cool, perfect. So, for the academy ones, they're coded 2 times. The first code is either done live or directly after a game, depending on where the game was filmed. Но опять же, да, вот анализ игры происходит в 2 этапа. То есть опять, то, что я повторю, то, что уже сказал, что первое это либо во время игры идет анализ, либо сразу после. The events that we code on this, either live code or post-match code, will be the main match events. То есть первый раз он проводится анализ основных моментов игры, это голы, удары, стандартные положения. Some positional specific events, which we'll go through in a minute. Соответственно, какие-то специальные, специфичные действия, которые повторяются постоянно. The individual player clips. Соответственно, какие-то быстрые клипы на игроков. And any particular highlight or compilation footage that we may use. И прочие моменты для вот, обзора игры, общего обзора игры. All the games are then coded for a second time, and that is to produce a statistical report post-match. Соответственно, после уже второй этап анализа игр проходит позже и проводится более глубокий анализ видеонарезка, плюс статистический отчет. So this is an example of a code window that we use when we're coding games live. Ну вот так, если, чтобы понимать, вот так выглядит окно видеоаналитика, в котором он работает и проводит непосредственно анализ. So on the left-hand side of the screen you have the main match events. The central ones are the individual players, and the ones that we'll run through briefly now are the principles of play, so the positional specific. Соответственно, если так пройтись, да, пробежать, то с левой части, слева отмечены основные действия, которые происходят в игре. Соответственно, на поле отмечены игроки, которые также сразу отмечаются, чтобы было удобнее потом делать нарезку. И справа принципы игры, основные тоже моменты, которые
по которым, говорят, сейчас мы пройдемся быстренько, которые также важны для дальнейшего анализа и общения с игроками, анализа их действий. So we've created this code window over the last couple of years. We liaise with the coaches on a regular basis, and really these principles of play have been included on the basis of what we and what they feel are necessary for us to code. Говорит, что вот мы, на самом деле, вот это окно, да, видеоаналитика, они состояли за последние там где-то 2 сезона. То есть происходило все это через живое, постоянное общение с тренерами, то, что им важно и необходимо видеть во время игры, в действиях игроков. So we split them into a few sections. The first is our individual defensive area. То есть они разбиты на несколько секций. Первое – это индивидуальные действия в обороне. So we look at things that are specific to individual defending clips. We have 1v1 defending. То есть специфические такие моменты, как, например, оборона 1 в 1, blocking, блок, tackle interception, игры, перехваты, какие-то единоборства. Defensive midfield cover, which looks at the position of the six defensively. Например, один из моментов – это действие и та зона, которую закрывает опорный полузащитник, например. And the recovery runs and work weight, getting back in when we've lost the ball. Время или вот тот эпизод, когда команда быстро возвращает себе мяч. Our individual attacking area looks at things obviously for attacking principles. Соответственно, индивидуальные какие-то атакующие действия игроков. So we look at how we want our defending players to be when we have the ball. So do our centre backs step out with the ball? Пример, да, как, например, верхний – это центральный защитник, то есть шаг, отход или зазор центрального защитника. Our fullbacks getting into high positions with and without possession. Действия крайнего защитника при подключении в атаку, то есть насколько он высоко, те моменты, когда он высоко в атаке. Our wing midfielders or wide men tucking inside to create space for fullbacks against high areas. Движение крайнего полузащитника в середину для того, чтобы там, например, открыть зону крайнему защитнику. And then a variety of off-the-ball runs from midfielders and centre forwards, either running in behind defences or holding on. Опять же, примеры, да, подключение центрального полузащитника в атаку, именно когда он начинает движение вперед, он за спину защитника. Движение, опять же, за спину центрального нападающего. We also have then team defence and team attack principles of play. Это индивидуальные были действия здесь, к примеру, действия команды, то есть оборонительные и атакующие. So this focuses more on how we want our teams to play, not our players Здесь individually. тоже, соответственно, они составлены из тех соображений, чтобы из тех принципов, которые требуются от команды, чтобы она действовала как в обороне, так и в атаке. So for our team defence, some of the things that we look at are our shape from when we're setting up against the goal kick. Например, первое – это вот форма или организация команды при, например, ударе от ворот. How we press the ball in high areas and turn over То possession. есть прессинг, да, и попытка вернуть мяч быстро там, в течение какого-то времени, 4-5 секунд. How we defend compactly or tightly when we're in our То defensive есть third. действия при обороне команды, то есть насколько она компактно обороняется или наоборот разбросана. And then for our team attacking, we look at our playing out principles. Соответственно, да, действия команды в атаке, то есть это насколько широко команда играет при начале игры, при начале атаки. So how we play out from the goalkeeper and how our midfield moves to receive the ball. Соответственно, действия крайних защитников, насколько они широко по бровку, например, действия центрального полузащитника, насколько получает он мяч или не получает мяч при начале атаки. From that, can we then play through the lines, playing to either wide areas or to the number 10? Игра, например, да, там сквозь линии, игра номер десятки, да. And then create kind of combination play and space in and around the box. Соответственно, какие-то моменты комбинационной игры или там передачи штрафного, то есть все, что вот именно относится к принципам работы, к принципам игры академии, все должно быть проанализировано. Да. Они это вручную считают сами? Do you code it by yourself manually? Yes, live. Да, вживую. Нельзя это заключить контракт с Инстатом, Инстат будет давать отчеты, как же можно распечатку по зонам. Why don't you use, for example, Instat? Money, because we have so many games in terms of the games we have. Слишком много Recovery. игр и просто из соображений экономики. Да. А сколько работает у них, получается, допустим, одну команду 3 человека смотрят, или получается? Там еще 2 этих получается. During a game, Yeah. only one analyst
watch the game. So we'll have, depending how we do it, but it'll either be one filming and one coding, or it'll just be one filming and then they'll code directly after. Например, This is for academy only. For the first team, all of this is dealt with by Opta in terms of individuals. это только касается академии. То есть для главной команды они используют статистическую эту компанию Opta. Да. Что касается академии, они здесь один снимает, один сразу онлайн ходит. Ну, вот как да, один из вариантов, когда вот они первый раз ходят. Вот эта программа, как они сами написали, или это просто как бы так? It's only one, it's a program or what kind of software? Sports code, game breaker. Sports code. So it just allows you, this effectively you'll line up with video and you'll assign all of these keys on a keypad or numbers. Every time an event happens, you press the letter or the number and it will clip a video. Кликаешь, да, просто? То есть достаточно быстро все это получается, поскольку там на каждую клавишу на клавиатуре есть там определенная кнопка. Классная То есть программа, да? только на Mac. The last thing that we code, the game specific stuff, so this will change in the purple on a weekly basis and it's after a discussion I have with the coach before a Здесь game. вот, например, да, помимо вот этих стандартных моментов кнопок, здесь есть еще там кнопки, которые зависят от там, игры, от соперника. И они определяются, они выбираются тоже с тренером, между тренером-аналитиком перед игрой. Какие нужны, да, правильно. Да, в зависимости от того, от специфичности игры, в зависимости от того, какая игра будет. And that's usually based on stuff that we've worked on in training for that week. В основном эти кнопки зависят от тех акцентов, над которыми работали в течение недели. А помимо этого они еще, допустим, ведут какие-то записи, допустим, ну нет, допустим, кнопки, там, не знаю, там, центральный защитник, допустим, последний пас центральный защитник, тоже нет такой кнопки, допустим, они интерактивно фиксируют. If you have some actions when which are not here, but you see it in the game, Yep. do you make it the button online? Yeah, we can do. I mean, all of the individual stuff will be clipped anyway, so basically everything that's happening on pitch is coded in some form of code. But yeah, we will code, we can create missed ones down here. В принципе, говорит, We да, have что missed buttons. можно прямо онлайн быстро какую-то сделать кнопку. Да, тоже добавляется. Most of the stuff that we work on in the post-match, so when we're doing a video session after, will either be from these codes here. When we watch the game back for the second time, that's when we'll create the video report to show to the coaches and players. Да, в зависимости, говорит, уже от того, какая игра была или какая тренировка, все эти кнопки могут модифицироваться под то, что... Ладно, давайте подумаем. The second code then looks at creating the video report and the statistical report that we'll give to the coaches and that will. Значит, второй этап анализа, да, кодинга происходит уже после, в течение там 2, 3, 4 дней, и все заключается в себе в виде отчета и, соответственно, видео для нарезки. This video report is based on the club's 5-moment philosophy, which is this philosophy here. Эти, соответственно, вот этот второй этап анализа проходит по 5 основным философии академии, философии Fulham. Я сейчас забегу вперед, в принципе, вот эти 5 этапов, но потом еще должны будем тоже услышать у нашего гостя из Fulham, тренера команды, это будет завтра. Ну, сейчас тоже об этом. And we break those 5 moments down into 5 areas. The first is controlling possession. То есть, соответственно, это 5 моментов в игре, которые важны. Первое, да, это контроль мяча и владение мячом. The second is creating and converting chances, so scoring goals. Второе, создание, использование моментов голевых. The third is intelligent defending, so defensive stuff. Третье, соответственно, это оборона, соответственно, здесь умная оборона имеется в виду. The fourth is turnovers, so winning the ball back or losing the ball. Четвертое, моменты, когда теряю мяч и, соответственно, идет попытка мяч вернуть команде. And the final one is restarts, which is set plays. И пятое, соответственно, заново начало и развитие, начало атаки. And I'll show you a statistical report in the next session when we get onto the data analysis that looks at these 5 Соответственно, он areas. потом покажет статистический анализ, который получается, исходя из этих моментов. The differences then, so how the first team code is slightly different to how we code in the academy. Что касается отличий в анализе игровых действий игры между академией и первой командой, основной командой. So the first team actually focus a lot less on post-match and focus a lot more on pre-match. Первая команда больше анализ, в первой команде больше фокусируется, концентрируется на подготовке к игре, то есть на прематчевом анализе, нежели чем после матча.
the coding is effectively based on whatever the coaches and managers want to see, so it will change when we have management changes. То есть он говорит, что весь суть анализа, именно содержание аналитических отчетов, видеоанализа меняется в первой команде в зависимости от главного тренера. То есть меняется главный тренер, меняется анализ. And Opta will provide all of the individual clips, so that's why the boys don't have to code that. Соответственно, другой момент это как раз Opta, да, которой они пользуются, которая предоставляет всю остальную статистику на игроков. So the difference really is that they focus a lot more on pre-match, so an analyst for the first team tends to watch between 3 and 5 games for an opposition. Предматчевый анализ, да, проходит как, что аналитику приходится посмотреть 3-5 игр соперника перед анализом. The current manager only wants video footage from teams that play similarly to our first team, and if we're home, they have to be games from when the other teams played away, so they have to be the same. So the first team manager will only accept video to be watched from a similar opponent, so if we play out from the back, the other team has to play out from the back. Второй момент, что очень важно, да, по поводу предматчевого анализа. Главный тренер принимает анализ от аналитиков только по сопернику, только с теми командами соперников, которые подходят по стилю игры с командой Fulham. То есть, если команда, например, Fulham играет в системе, грубо говоря, 4-3-3, а играет, например, с Норвичем, то примет анализ он только по Норвичу. Если Норвич играл с командами, у которых была схема 4-3. То есть по стилю подходящих только то есть с командой Fulham. We then collect the clips, we'll sit down with the manager and we'll create a final video that will then show to the players and to the coaching staff a day or two prior to the game. После подготовки предматчевого видео, предматчевого анализа, аналитики садятся с главным тренером, соответственно, еще раз просматривают, обрабатывают и выбирают уже те моменты, которые они будут конкретно показывать команде и игрокам. А есть какой-то бланк, допустим, конечный бланк, на котором вся эта статистика, его нам покажут? Is it possible to show us the form that you fill in, like a form for the first Который team? тренер дает. What, before a pre one that I showed you yesterday? Pre-match, yes, pre-match You form. want to see that now? Давайте, если хотите, да, можно сейчас показать. Yeah. Давайте. I've got a video as well on the first team, so we can show И that да, as well. сразу можно показать видео основной команды, которую они показывают. That's what you mean. So this is the information that we show prior to first team games, effectively. Yeah. Just to see what's there. So- Пример матча, да. This is an example of a pre-match report that we'll send to the manager or to the players before a game. So it has numerous information on the team that we're going to play. This is for the first team. Много информации о сопернике. So we have information on the opposition players, the ages, the minutes that they played this season, their preferred positions. То есть первый здесь это список команды по амплуа с ростом, возрастом, позицией, минут сыгранные в этом году, голами, какая-то статистическая информация. Еще вопрос разбор. Они как-то оценивают игроков, допустим, оценку какую-то там от 1 до 10, насколько этот игрок хороший, каждый соперник. Do you make a specific analysis or specific mark for each player or not? So we have all of their individual player clips that we can access on the Y-Scout. We will then tend to, in the pre-match video, if there's specific players who do things that we want to highlight. You don't use the scale for them from 1 to 10 for each player. To a degree, so we rank them on the data system, so I'll show you in a Сейчас second он how we покажет, rank да, them. есть такое. В основном, говорят, они пользуются клипами на игроков, которые берут в войска. The new manager, because he's relatively new to England as well,
liked biography on the managers, so what leagues they've managed in, which careers they had, if they had a playing Соответственно, career, информация etc. о главном тренере, его карьере, игрока, карьере, как он, естественно, его тренерской карьере. We provide them with the last 3 lineups, so the teams that they lined up with in the last 3 games. Соответственно, возможные расстановки команды соперника в последних играх. We then give them the lineups for the last game that we played them, if it's the second game that season. Соответственно, последняя наша игра, он говорит, как мы с ними играли, в какой схеме, в какой они с нами играли. And then we try and predict their lineup based on their last 3 lineups. Попытка предугадать состав. So we give them a couple of options. Несколько тоже версий того, как они могут выйти против нас. We then provide effectively a very brief report on how they look to play, so their principles of play. Соответственно, вкратце о принципах игры соперника, то есть об организации игры, как они начинают игру, передачи, кто, переключения, кто переключается, кто быстро, какие передачи. So again, continuing to look at the ends, Соответственно, exploit. да, следующее расстояние между линиями, движение игроков то есть забеги, да, движение там, нападающих за спину защитников, например, соперника, расстояние и пространство, где есть свободные зоны во время игры. Before just giving some facts about their top performers, so top goal scorers, top assists, Соответственно, top chance creators. статистическая информация по игрокам, по лучшим игрокам в команде, может, количество минут, голов, передачи в финальную треть. Form for how they've been playing in the last 6 games. Соответственно, опять же, статистическая информация о том, как они играли в последние игры. Then this is their individual player rankings. So this is how we rank them, individuals based on their Opta data throughout the course of the season. Это тоже Top players with the top in blue, good players in green, poor players in yellow, worst players in red. это тоже вот как раз тоже спрашивали, да, это ранжирование игроков, исходя из данных Опты. То есть исходя из, Сами или не оцениваем, правильно? вот это их оценка, исходя из статистической информации Опты. Соответственно, голубые это там лучшие игроки по показателям, зеленые хорошие, средние, слабые, плохие. We then also rank them in terms of their kind of principles of play. So how do they rank in possession? They rank 21st in the league, so they're not a very good possession side. Соответственно, оценивают тоже по, например, владению, процент владения мяча в течение сезона. We can look at their crosses, shots, and we can begin to get a picture of how they play. Тоже статистическая информация успешности их передач, там, штрафную или финальную треть. We then use this information before we watch the video, so we'll have an idea of how they play football before we sit down and watch 3 games and create a video То report. есть это они просматривают и готовят до просмотра игр, чтобы понимать уже, как в основном играет соперник. And the last thing we look at are individual player reviews, so just we'll give a strength and a weakness and their positions and age. Соответственно, тоже какая-то информация по игрокам, примерно, видимо, основы их сильные стороны, слабые стороны, позиция и возраст. Позиция нога. And that's the last thing for the report. So that report will be sent out to the manager and coaches a week before a game. Такой отчет отправляется тренерам и тренерскому штабу за неделю до игры. А свой отчет, который они получили за свою команду после матча, делают, покажете? So I'll show you an example. Once we've created that report and we sent that out to the first team manager and to the coaches, we'll then create a pre-match video, which is this one here. Потом они после составления видео, они садятся уже с главным тренером и еще раз просматривают для того, чтобы какие-то моменты. This is the video that the players will see about a day before a game. Это, соответственно, то, что увидят игроки там за день до игры, чтобы понять вообще, против кого им играть. The team that we're playing against are in red. Команда, с которой вы играете в красном, They're very, very direct in their play. So this video was focusing on how they look to kick long они at all играют opportunity. в основном прямыми ударами от ворот, прямая игра, достаточно простая игра, да, и, соответственно, на это в основном и акцент видео. So the video looks at firstly their strengths, so what they do well.
Соответственно, сильные стороны, то, как игроки, то, как команда соперника играет, в чем она сильна. The manager also likes to include clips from when we played them, so this was from the game at our place where we're in white and they're in blue. Соответственно, главный тренеру нравится также включать ролики нашей игры, говорит, против них, вот в предыдущей нашей игры, как мы с ними играли. And you can see really the message from this video was be aware of their long ball and how they play off the long Основной ball. акцент, да, вот это видео, быть готовым к длинным передачам и борьбе за мяч. Again, how direct they are from wide areas. Опять вот прямая, можно сказать, простая игра вперед, но которая приносит свои результаты. Опять же, длинная передача, вот внимание, Again, a свободную clip зону. of them doing it against us in the home game from this season. То, что вот они делали против нас в прошлой игре, в нашей домашней игре. And finally, how they look to get balls out wide and into the box with the two up top. Соответственно, как они в том числе пользуются передачами в штрафную навесом. We always look at playing out and how narrow, in particular, Rotherham, they will squeeze into a small space. Как они при ударе от ворот, как они сужаются и делают. So then компактно играют. we look to talk about how we can counter that. So one of the centre backs dropping in to cover. Соответственно, как мы можем против них играть, например, там стороны защитника отскакивает немножечко. Press the goalkeeper to speed up the play. Давление на вратаря, чтобы быстрее ускорить игру. So again, highlighting how we've done it well in previous games. Соответственно, даже как мы играли, как подборы в первой нашей игре. And then because they condense everyone into the middle, when we win the ball, we want to get it into wide areas very quickly. Соответственно, тот момент, когда мы должны играть, как при ударе от ворот, насколько они компактно играют, и как мы должны после удара от ворот быстро сделать игру, наоборот, широкой для проведения атаки. Usually it would be similar to this, it would be one or two clips of the same message and then you move on to the next point. So То есть в players основном don't get too much. на каком-то акценте идет там 2-3 эпизода, и после этого идет переход на следующий акцент, только на какой-то следующий. Looking at the spacing behind, so they don't transition, they don't get back into shape very well, Rotherham. Соответственно, вот он демонстрирует на видео какие зоны при переключении, в которые достаточно быстро соперник не возвращается, которые можно использовать. Again, just a clip of us doing it in the previous game, getting in behind them well. Соответственно, то, как мы играли в прошлой игре, как хорошо использовали или не использовали эпизоды, свои моменты. They tend to finish on the last couple of clips will be about us and how we can counteract them. So it tends to be the last 2 or 3 clips in each video will be us against them from the previous game. В файле, в этом видео, последние 2-3 эпизода, про то, как мы успешно контратаковали против этого соперника. So that would be with the report and then the video, that would be how we go for our pre-match on a weekly basis with the first team С players. отчетом перед матчем, да, у соперника, и с таким видео мы идем к главному тренеру и, соответственно, потом все это доносим до команды. The way that we go through and share the video with our academy players is through either a video session or through Huddle, which is our online platform. Соответственно, третий этап, да, после съемки, после анализа идет то, как мы распоряжаемся этими видео, как мы делимся этим видео с игроками. Соответственно, используют вот эту систему Huddle, это онлайн-платформа для заливки туда видео и для рассылки, возможно, рассылки по игрокам. Huddle allows us to upload all of our video footage from the season to one website. Соответственно, да, Huddle, это платформа, которая позволяет сохранять все видео в течение сезона. Players can watch all of their own individual clips. Игроки могут также заходить и просматривать, возможно, свои видео, свои эпизоды. They can create their own highlight packages on Huddle as well. Soответственно, они могут там составлять также свои списки видео, которые либо регулярно просматривают, либо и которые. And similarly for coaches, they can also create highlight players and send them to highlight reels and send them to players.
Соответственно, там вот видео готовят аналитики, и эти ссылки отправляют игрокам. They can also draw and write on video so that they can interact with players through video online. Такого сейчас. Yeah. И, соответственно, тренеры также туда могут заходить и с игроками проводить индивидуальные беседы. Прямо на этой платформе можно рисовать, что тоже упрощает работу. For us, Huddle works very well because it's also accessible remotely, so people can get it on their phones and iPads. И, соответственно, да, достижение техники, после этого еще и после анализа все это можно отправить непосредственно напрямую на мобильное устройство игрока, который просто открывает и просматривает. So, last thing we'll talk about in terms of the video. Do a quick break after this if you feel it's necessary, but I'll just go through quickly what Huddle looks like. So this is Huddle. То, как выглядит эта система Huddle, платформа. There'll be tabs up on the top, so each team will have effectively their own tab, each age group. У каждой команды есть, то здесь опять же, здесь видео на все команды, в том числе распределены как команды, так и по каким-то акцентам или по тематикам. The internet's a little bit slow here, so it takes a while, but they'll then be able to access all of their game footage from the season that we upload. Все игры, которые в этом сезоне были, все можно отфильтровать, посмотреть. When they go onto a game, they should be able to access their individual clips. Индивидуальные видео. So the menu function on the top up here, the code window that we went through earlier, Соответственно, эта же платформа позволяет при открытии там видео сразу, если она уже проанализирована и посчитана, то можно открыть меню. it attaches. Все возможные систематики, которые проходили в этой, все возможные эпизоды, которые появлялись в этой игре. So it attaches all the events. Boys can access their own clips by pressing on their name. На игроков, там, на эпизоды, то есть всевозможно. Если эта игра проанализирована, то всю информацию можно точечно. And it will just play Одним кликом 15-second clips back to back of the individual boy in and around the ball. Здесь получается 15 секунд там, на действие игрока. Если конкретного игрока, то один эпизод, одно действие там, на 15 секунд. То есть можно посмотреть, проанализировать. Coaches can also access the individual specific player positions that we Вот как раз discussed with them. то, что было в окне там, у видеоаналитика, вот эти все тематики, и здесь, соответственно, тоже разбито, все можно посмотреть. So this one was looking at fullbacks in high position. That's the left back probably. And how he goes high with the ball. He looks to go high. Perfect. Yeah. So that's really the end of the video section. So I don't know if you want to do a break, Alexander, or if you want to carry on. I think we can carry on. Yeah, perfect. Cool. So the next thing really that we're going to look at or talk about is data analysis. Следующий этап это уже вот анализ информации, уже статистический какой-то анализ, который проводится. Data is becoming a large part of analysis in football. The reason being is it allows a really objective measure of performance. So Почему они этим тоже занимаются, почему делают это в то же время попытка получить объективную информацию, объективные данные о действиях футболистов. at Fulham, we use data in two ways when analysing performance. That's to analyse team performance and analyse individual performance. Соответственно, два способа, два пути анализа. Анализ командных действий, второй, соответственно, анализ игровых действий отдельных игроков. So for team performance, we use Opta, which is a data collection company, to analyse our first team games, under 23 and under 18 games. Опять то, что он говорил касательно команд первой команды 23-18, они используют статистику компании Opta. We then generate our own in-house statistics for under 9 to under 16 teams. Соответственно, для команд U9 и U16 они формируют собственную базу статистическую, сами все это анализируют. We've talked already about pre-match and how we use data in the creation of that book for the first team. So it's the book we already covered. Ну, это то, что уже говорили про то, что для предматчевой анализа у первой команды только. Post-match then, so Opta, you may have seen this symbol before, provide a large kind of part of our data for our teams.
They turn around data within 24 hours, so we send off a game, we'll have a data report by the next day. Что касается постматчевого анализа, то опять же, да, вот та же самая опыт в помощь, в течение 24 часов после матча они дают уже полную статистику по игре. They provide a high detailed report of performance. It's around 30 pages long that the coaches and players can review. Соответственно, компания представляет отчет, да, где-то на 30 страниц с огромным количеством информации. And the real reason we use them is because it's a massive time saver. It would take us hours to do what they do overnight. И, соответственно, они помогают тем самым сэкономить время, трудозатраты, поскольку у нас бы на это ушло бы очень много времени, а они все это делают практически за ночь, за 4 часа, за день. For the 9s to 16s then we create our 5-moment stats based on the moments that we talked about earlier. Соответственно, да, постматчевый анализ этих команд 9-16 идет опять же, по 5 этим пунктам. So I'll get the actual report up and show you what it looks like, and we can just go through briefly how we Сейчас из предложений, так давайте еще посмотрим, если может там 5-минутный перерыв, чтобы просто подышать, и потом на вторую часть такой же длины, какой длительности собраться. After this we can make 5 minutes. That's good. So our reports for our 9s to 16s look something like this. То есть постматчевый отчет об игре команды, то, что делает именно для команд академии. We've created or we've come up with the statistics after conversations with the coach in the summer. Соответственно, они выбирают те пункты, которые потом в постматчевый анализ вносят, они все это обсуждают тренером заранее перед сезоном. So we've looked at trying to create stats that are very easy to code, so that any analyst should be able to sit down and code the game. То есть они выбирают в основном те пункты, которые более-менее можно во время игры быстро оценить, быстро проанализировать. And more importantly, so that coaches really know what we're coding and why we're coding it. Соответственно, тренеры тоже знают заранее, что информацию они получат в этом постматчевом анализе. The information we code is relatively generic. It's your kind of goals, shots on targets. Что касается, что они анализируют, элементарные голы, удары в створ, точность ударов, блокированные удары по воротам, процент конверсии голов, то есть это количество ударов, количество голов, разделенное на количество ударов в створ. Общее количество ударов, передачи в штрафную, удачные передачи в штрафную, это что касается левой части. For possession, it's just you kind of Соответственно, там тоже владение, процент владения мяча, количество минут владения мяча, удачное начало атаки, неудачное начало атаки, удачные, процент удачных. Intelligent defending was the blocks in certain areas of the pitch, so how our defensive shape looked in certain areas. Пункты при обороне, то есть успешно там блокированная передача вперед, что там еще было. And then one that we use quite a lot now is our open play turnovers. So every time we win the ball back, how many times do we get that into the final third? And from that, how many chances do we create? Здесь тоже такой интересный момент, который они оценивают. Получается, первый здесь пункт такой, open play turnover, это количество успешных эпизодов, когда удалось забрать мяч. После владения, да, при отборе. То есть отобрали мяч. Второй пункт, после этого сколько раз они, после того, как забрали мяч, сколько раз они вошли в финальную треть, сделали передачу. Соответственно, еще меньше, 12, да, это же, сколько раз они после этого создали моментов. The last thing we look at are just the restarts and set plays and how successful we've been off those. Соответственно, здесь тоже успешно, это процентовка угловые, это стандартное положение, да? То есть успешность угловых, успешность штрафных при обороне, при атаке, ауты, вводы мяча, там ауты, удар от ворот. То есть достаточно подробно. Coaches are provided with a definition on everything, so they know exactly what we've coded and what we've determined. Что касается, опять же, к вопросу о квалификации, да, аналитиков в процессе, они с тренерами перед сезоном все эти моменты проговаривают и прописывают, что конкретно им анализировать, в какой ситуации да, в какой ситуации нет, чтобы у них было одно понимание.
We'll have a break now. Ну, давайте сейчас сделаем 5-минутный перерыв, чуть подышим, и тогда кому-то интересно. Давайте тогда продолжим. Somebody loves, but who is interested in is here. Perfect. Можно, пожалуйста? Right, ready to start again? Yeah. Good. Right, so the next thing we're going to be talking about is continuing with data analysis, but looking at how we analyse individuals at the club. Это следующий этап, следующий момент анализа, анализ индивидуальных действий футболистов после игры. So the reason why we do this is it provides us with the objective way to kind of measure the player's performance across the Здесь season. этот анализ позволяет объективно получить объективные данные о эффективности действий тех или иных футболистов. At under 23 and under 18s level, our players have an individual stat session every week where they go over their statistics from the last game. Соответственно, у команды 20, U23 и U18 у игроков есть еженедельные статистические сессии, где они вот как раз по этому этот анализ смотрят и по нему общаются. We then get them to fill out a 6-weekly worksheet based on those stats for their targets for a period. То есть для них тоже готовится, для этих игроков, там получается 2 команды, все не так много, но для них готовится анализ их действий за последние 6 недель. Соответственно, обновляются каждую неделю. Along with their worksheet, they will then take video clips from that 6-week block into their coaches for their review meetings. Помимо статистического отчета, у них, соответственно, видеоклипы по их действиям в играх и в тренировках за 6 недель. For the 2017-18 season, so for next season we're going to roll this down to the younger age groups, so it will be the same for the under 13s to under 16s players. Те же самые процедуры касательно анализа отчетов и видеоклипов, они попытаются перенести также на возраста U13 и U16 и покрыть их тоже этой статистической информацией. And this is effectively what their 6-week show. То есть как выглядит вот этот So each boy gets their own worksheet. Bigger? bigger, yes. То есть как выглядит отчет статистический за 6 недель на игроков. То есть что они туда включают. Это все среднее, правильно? Или по каждому матчу тоже там? Вот это, насколько я понимаю, Среднее. Да. It's an average. Averages, yeah. Да, средний. Averages. So these boys will fill these worksheets out after every game, and they'll have a 6-week review at the end of this 6-week period based on the stats that we've put assigned to them for that period. Соответственно, это то, что та информация, которая собирается по игроку и анализируется за 6 недель. То есть в течение So you can see there's quite a lot of detail in the stats that То they're есть какие действия, точность передачи, да? Передачи, точность передачи в финальную треть за 90 минут, в среднем. Точность передачи вообще за период. Количество голов, количество прямых передач. Саш, смотри, там просто ревью 1, 540, ревью 2, 74, и ревью 4, 540, это получается по машине. What does it mean? Why this 540? So these are the minutes that he's played in the block. So he's played 540 minutes In a in his block. last 6 games, effectively. So these are the minutes. He's played 74 minutes in the game. In the last 6 games. So the 6 games prior to this review, he played 540. 6 games. That was for this game, review 2. This will be for review 3. So that'll be for the Review, it's 1 week for 6 weeks. 6 weeks, yeah, sorry. and during these 6 weeks he only played 74 minutes. So let's have a look. It might be a typo on that one. But let's have a look. So this tends to be from the last block, and then these will be for the games. So that was for the last 6 weeks, 3, 2, 9. Это за 6 недель. He then played 17 minutes in Это that game, за неделю 90 получается. minutes in that game, 90 minutes in that game, or whatever it says. За неделю, а это уже получается за последние там игры. And then at the end, when it gets to review 6, they'll have the minutes for that 6-week block again. Получается, в конце у него будет информация, вот в этом ревью 6 будет информация за 6 недель, а вот это за 6 недель, это получается за неделю, и там будет уже за 6 недель прошедших. So the plan for next season is to have Это просто на самом деле форма, они в такой форме это все. have basically one of those stat sheets for every player from 13 years to 23 years. То есть такой анализ проходит для вот сейчас игроков, получается, с 13 до 20 лет. Cool. So the last thing we're going to talk about with data analysis for players is databasing.
Соответственно, следующий там этап – это хранение информации в базе данных. So all of the information that you guys have just seen on those sheets, we collect and store into a database. Всю информацию, которую вы видели, да, касательно статистики, касательно действий индивидуальных команд, все это хранится в базе данных. The reason we do this is it allows us to review their performances across a whole season or 2 or 3 seasons, depending how long they've Эта been with us. информация, собираемая, позволяет посмотреть и сравнить данные, соответственно, за один период с периодом, там, например, 4-месячной давности. And it allows us to compare their performance across all of the other players that we have in the academy. Или сравнить результаты, там, да, вот эти данные по отдельным игрокам за период, в этом году или в прошлом году. Through that, we then hope to discover trends in the data or trends in performance. Здесь у них есть как бы интерес сравнить, обнаружить какие-то зависимости и тренды в развитии того или иного тех или иных игроков. And hopefully for us, it will allow us, particularly if we start rolling it down to the younger age groups, to highlight promising talent at the earliest age we can. Соответственно, так можно будет оценить, например, вот если появляется какой-то игрок, воспитанник, который там дорастает до главной команды, это позволяет примерно сравнить его данные там, в раннем возрасте, чтобы в той команде, там, например, в 10-летней команде, попытаться выявить того, кто примерно похож по данным этого воспитанника, который там дорос. Good example for us is this side here. Показывал плохие показатели, потом резко скачал. Вот пример, говорит, пример футболиста. So his name's Ryan Sessegnon. He was with us since he's 9 years old. He's now 16 years old. He's played 18 games for the first team and scored 7 goals this season from left back. Он, получается, это игрок у них в академии с 9 лет. Сейчас ему 16 лет. Он, соответственно, сейчас уже 18 игр сыграл за главную команду. Забил 7 мячей за сезон. Я думаю, что это за несколько команд. На позиции левого защитника. So what will be interesting for us is to know what his data looked like as a 13, 14-year-old. Соответственно, вот это данные по нему можно сравнить его данные в 13-14-летнем возрасте с теми данными, которые сейчас, с теми игроками, которые сейчас в 13-14-летнем возрасте, чтобы, опять же, понять, насколько кто-то похож по его идет пути, например. And then comparing it with our current players to see if there is someone of his ability at that same И age. это позволит, да, соответственно, сделать какие-то выводы по тем игрокам, которые сейчас есть там, в этих командах или So that's the end of really the data analysis section. So Сейчас any questions there? Or? какие-то вопросы. Есть. Да. Смотрите, вы анализируете потери мяча и попытки выиграть. Если, допустим, команда, допустим, у вас есть команда, которая, допустим, грузит вперед просто, часто теряет мячи, но выигрывает по 4-0. Есть смысл анализировать потери мяча? Давай еще раз. Допустим, знаете, есть команда, допустим, Fulham U15, Да. просто грузит мяч вперед. Часто теряет из-за этого мяча. Это просто не входит в принцип, такого у них нет в принципе. Бывает, что просто теряет часто мяча, Так. но при этом выигрывает каждый матч 4-0. Есть ли смысл анализировать потери мяча? So for example, Fulham under 15. Yeah. They play direct play. Or they don't play. No. They don't. Они не играют. All of our whole academy has a philosophy that it plays the same way. For example, if they play long balls, Yeah. and after that they win 4-0 Yeah. every game. Yeah. Is it if there is sense to analyze turnovers, recovering ball back or not? To a degree, yeah, we do it to measure art. It's not really to measure performance, it's to measure a philosophy. So when we're analysing data for the young ones, it's really just for us to see if our philosophy is working. We don't look at it on a game-by-game scenario, we look at it more across a season Да. to see У них does our style of в football work. чем смысл вот этого всего анализа, проведения видеоанализа? В том, чтобы с помощью этого анализа провести, насколько команды соответствуют и философии академии, философии игры. То есть они не проанализируют зависимость там, результата, а насколько именно они действуют согласно философии. Команда или игры? Философия игры команды, философия игры действий игроков. Ну, задача не вырастет игроков, правильно? Ну, конечно. А если смотрите, Сесеньон, который, допустим, 16 лет, допустим, делает 20 нарезок за матч, допустим, 8 или там 10 мимо, но один голевой пас, допустим, из этого есть. Допустим, есть смысл анализировать его такую неудачную нарезку, которую он, допустим, постоянно лупит, но толк как бы все равно толк есть. Есть Аналитик, задача анализировать. Есть смысл? Okay, for example, Ryan Sessegnon, he's during the game he makes 16 crosses. Yeah. Out of these 16 crosses,
he makes one assist. Yeah. Do you analyze this? Yeah, so it will be done. It's effectively it will highlight his individual data. So Opta, that being included in this report, is that he's 100% successful crosses, has a 1 assist for the game. It'll also be if they do a post-match video session, the goals would be certainly included in that. So it would be something that would be highlighted by the coaches. Из того, что говорилось, естественно, это будет проанализировано, это будет в обзоре матча, это будет проанализировано количество удачных, количество неудачных. Возможно, это войдет в постматчевые видео, клипы для игроков, то есть это естественно будет. Получается, он будет анализировать, а тренер там уже будет решать, смотреть на этот анализ или нет, правильно? Главный принцип как бы важен, правильно? Все 5 важных одинаково. Но, допустим, тренер может на это не смотреть, что там. Что он делает из 15 и 16, да, но он делает, 16-15 не точно, да, но он в первой команде делает как голевую стабильность. Так, давай еще раз сформулируем вопрос. Смотри, получается 5 принципов важных, Да, все одинаково важны. Они смотрят на 5 принципов. Аналитик сделал, допустим, тренеру отчет, что этот игрок, допустим, неэффективный, хотя он делает каждый голевой пас. Каждый, допустим, один голевой пас в игре. Давай с тобой сначала, хорошо. For example, the analyst, performance analyst, he's doing analysis. Yeah. And does he makes any final conclusions about the player, if he's good or not? Yeah. So we effectively assist. The way that it works within English academies is that the coaches will do the on-the-field stuff, obviously, and then we all have our own areas of expertise. So the sports science guys will lead all of the physical stuff. We lead all of the analytical stuff. And then we all come together when we're doing meetings about player reviews, etc. For example, do you work with the player or individually, or for example, he is not following these 5 principles, one of it, but he is doing always assists during the game. Yeah. Is it better or for the younger age groups? They don't play in competitive leagues, so the 9s to 16s we don't have a league system for. So for that, really, the result-driven industry isn't there. We don't have to worry about results for those age groups. It's really about player development. So when we talk about assists, some of the boys' targets will be to have more assists this block than they did in the last block. The 5 moment stuff won't be looking specifically at individual stuff. It looks only at team data, and then the individual data we run through with the players, so that assists would ring up in that. They'd obviously be praised for doing well in the assists. Но, опять же, основная идея, вот, если брать команды с 9 до 16 академий, да, то они следят больше за именно, они не участвуют в каких-то чемпионатах в лигах, они больше участвуют в товарищеских играх. И, соответственно, они стремятся больше анализировать игру именно вот, согласно принципам их игры. Да, даже если он делает там эти голевые передачи, да, но все равно, но при этом, например, ошибается в каких-то принципах, они в любом случае эти принципы с ним обсуждают, ну и отмечают, да, что была там, ну в этом ты забил, там, сделал голевую, но вот принципы, соответственно, которые... Получается, принципы важнее, чем, допустим, результат. С 9 до 16, да. Да. Как давно вы делаете анализ вот этих U13, что собралась информация, и вы можете сравнить 18-летнего брать уже игрока основной команды? То есть база это как давно собиралась? How long do you collect all this information, all this data? You know, because you showed the example that you can compare 16 years players. Yeah. So we will just continue. We have a database now for the under 23s and 18s. We started using Opta about 6 years ago, so we have a massive database that's 6 years old where we continuously upload that information. That will allow us then to look at the under 18s from 6 years ago and compare them to the under 18s now. We had a very successful under 18 side about 5 years ago that got to the FA Youth Cup semi-final, won the under 18s Premier League, so it's good for us to compare the two across that period. Говорят, получается, уже где в районе 6 лет они собирают информацию, 6 лет. То есть если команды U23 и U18 брать, то они уже вот могут самых младших сравнивать с 12 лет. Это опыт, очень достаточно плотно ее собирать информацию, ее пользуются это опытом, что это позволяет им сравнивать с игроками успешными. И говорят, U18 команда достаточно не успешная, потому что они там пробились в кубке местно, да, вот по U18. То есть они все это формировали в все течение 6 лет, базу данных, одного мальчика, база данных. Да, все это база данных, они собирают, соответственно. Сейчас могу сравнить уже с такими. Получается, да, вот со сеньором 16 лет, а что они могут его сравнить с 10 лет.
So the last kind of major section that I'll talk about is recruitment or scouting. Соответственно, есть следующий момент, где видеоаналитики и аналитики участвуют. Это селекционный отдел, селекционная служба, селекционная деятельность клуба, академии. So we're now seeing the analysis departments and scouting departments in England are becoming closer knit, so they're working together a lot more. Сейчас такая тенденция в Англии, что видеоаналитический отдел и селекционные отделы, они достаточно плотно работают, буквально друг в друга входят в отдел, что позволяет пользоваться. The real reason for that is that we as analysts have access to the game footage and the data footage. But we're also seeing now that there's an increased amount of games that are being filmed with companies like Y-Scout and increased data resources with companies like Instat that you guys mentioned and Opta. С точки зрения селекции тоже они пользуются Y-Scout, достаточно большое количество данных, видео хранится в этой системе, которая позволяет им пользоваться и качать и дальше нарезать. The information that Y-Scout and Opta gives us a lot more information to recruit players than we had 10 years ago, so we can make better decisions when we're buying players, particularly from overseas. Вот он также сказал раньше про Instat, который упоминали тоже, и Opta они пользуются, и, соответственно, вместе вот этими всеми платформами, эти все платформы позволяют сейчас достаточно плотно и объемно пользоваться, объемно делать анализы в сравнении с тем, что было 10 лет назад, когда этих платформ не было. So the scouting software that we use, that I'm sure some of you may be familiar with, is Y-Scout for video. Опять же, платформа вот эти селекционный скаутинг, который, может быть, вы уже видели, Y-Scout. Benefits for us is it allows us to access footage for any team in the world that's uploaded to the site. Y-Scout позволяет иметь доступ к любым лигам, к любым странам, к видео и позволяет анализировать это видео. We use this website and Scout 7 really to create videos on potential transfer targets. Соответственно, Scout 7 компания тоже, которая позволяет прямо там собирать и нарезать видеоклипы на потенциальные какие-то трансферные цели. And we can share all this video footage with the coaches and the managers. Соответственно, этими данными легко можно поделиться также и с главными тренерами, и со скаутами, в любой форме. So recruitment, massive. We, as Fulham Football Club, we use data to recruit or scout players massively. We're one of the leaders in the country for doing it. Да, соответственно, вот эта информация, которая находится в этих платформах, позволяет правильно анализировать потенциальные селекционные цели и, соответственно, дальше подписывать игрок. So at first team level, a player will not be signed unless he's received data approval. So it has to be cleared by data. То есть игрока вряд ли приобретет клуб, если на него нет видео подтверждения его навыков, его возможностей. We have an in-house database that Opta provides information on all professional players in world football, and effectively for them to be signed, they have to achieve a certain score in the Соответственно, у database. них есть внутренняя тоже база данных, которая позволяет тоже там определенно связываться с Оптой с помощью разных инструментов. Тем самым всю информацию из Опты, которую необходимо, можно собирать в одном месте и, соответственно, уже между собой делиться и анализировать. What we really use data for is to highlight players. So from that database, if we wanted to sign a striker from France, we'd go to the French league, we'd get a top 10 from the database, and then we'd send scouts out to watch them live. Соответственно, по поводу тоже трансферных целей, если появляются, например, появляется трансферная цель, например, в виде нападающего, да, и они переходят в систему, у них есть топ-10 по этим нападающим, видео, которое, соответственно, также можно сразу быстро переслать главному тренеру или скауту. Аналитик, допустим, может посоветовать, если он посмотрел какую-то команду, нашел какой-то интересный игрок, а можешь посоветовать кого-то? Did you have examples when performance analysts watching any video and he can give suggestion about possible potential player? Within our department, our two full-time first-team analysts are also part-time scouts. So yeah, if they see a player that they know, they will recommend. But really, there's not much value for us signing players from England because of the money it costs. So we tend to be signing players now from abroad quite a lot. То есть, да, есть у них и скауты постоянно, и на полной ставке, и аналитики, которые
которые, естественно, могут порекомендовать, да, но, скажем, больше они не говорят почему-то не на англичан сейчас настроены, потому что большие деньги, а больше сейчас настроены на игроков из других стран. How many scouts do you have in the academy? In the academy, loads. We have Очень много скаутов. So for academy it's different. Obviously we don't have data for the younger players, so it's more traditional. Guys will go out and watch games. На детей там нет такого объема информации, видео, как, например, на другие возраста, да, на юношей, на главной команды, поэтому здесь больше традиционный идет скаутинг, поехали посмотрим. So we have 3 full-time and then I'd say anywhere between 10 and 20 part-time that we employ. Соответственно, 3 на полную ставку скаута и где-то 10 play. 10 to 20 who are across the country. На полставки. So how we assist academy recruitment or academy scouting. So at the academy level, the majority of work we do for scouting is video based. So for the academy, for recruitment or scouting for the academy, the majority of work that we do as analysts is based around video Да, что effectively. касается, опять же, помощи отделу, селекционному отделу, то мы здесь больше помогаем скаутам с нашим видео, с нашим видеоконтентом, нашей видеобазой. So through our contacts, we'll source video on potential targets from other clubs or from international sides. Соответственно, мы собираем, да, можем собирать максимальную информацию по трансферным целям, да, составлять по ним видео, нарезки на их сильные и слабые стороны. We'll then create videos basically highlighting the strengths or individuals of the weakness, which we can pass on to the recruitment team. Да, но опять же, я уже сказал, что составляются видеоролики на сильные и слабые стороны возможных потенциальных игроков. Any boys that we have in on trial will receive the full individual clips that our own boys would receive, and data as well if they're in the under 18s or 23s, and that information will then be passed on to again the relevant recruitment Что team. касается просмотровых игроков, мы тоже, соответственно, собираем статистическую информацию, если это игроки из старших команд. Мы, соответственно, делаем индивидуальные видеоклипы на них, чтобы была, опять же, информация. Similarly, for the kind of academy recruitment, obviously we watch a lot, probably more footage than anybody in the club. So if we see players playing for opposition teams that we like, we can recommend them again. Соответственно, мы очень много смотрим видео и команд, с которыми, естественно, играем, поэтому мы можем в какой-то степени порекомендовать и помочь игрока из команды соперника, с которой играем. Фулом вообще рассматривает российский рынок? Your opinion, as for scouting, Fulham, what countries Fulham For academy or for first team? for the academy? Does Fulham consider, for example, Russian players? 16s down, we're not allowed, the Premier League won't let any club sign from outside of the country. До 16 лет ему нельзя вообще никого, кроме Англии, привлекать. 16s up, definitely. We Больше recruit. старше 16 я тоже А если как-то сам приехал, с родителями живет, там, порядок. If the player from Russia came to London with the parents, It's tough. So that again, the Premier League, it's very hard to do. So even if they move over, if the FIFA find out that they have another international passing, they can block the move. So we have to effectively just have them on trial for 3 or 4 seasons or something. Достаточно сложная история, да, если там Премьер-лига тоже это очень контролирует, если там FIFA вдруг найдет какую-то возможность там не допустить, то они, конечно, заблокируют при малейшей возможности. But then we see from 16s upwards, obviously, we can recruit from other sides internationally. Соответственно, да, с 16 лет они уже могут рассмотреть футболистов. Но они могут же подписать в России 16 правильно собрать? Да, международные правила. А с 18 разрешение работы не дадут, да? Возможно. Без сбора. Все 2 года есть. And then the last thing really that we do, that we work as at the club, is how we link with other departments. So obviously coaching, we link with Еще несколько моментов о том, как видеоаналитический отдел их взаимодействует с другими отделами в академии. So for the sports science guys, the fitness guys, we can attach GPS data to video, and this effectively will show the players on the screen when they're working at certain rates based on their heart rate. Соответственно, для научного отдела
они могут взаимодействовать, связывать GPS-данные с видео. We provide relevant clips through huddle or through other kind of methods to physios and doctors when we have players getting injured. Соответственно, они также могут нарезать видео и предоставлять их для физиотерапевтов, для докторов, если были какие-то травмы, контактные, бесконтактные, то есть видео тоже в любом случае предоставляется при необходимости. And through huddle, each department will have their own tab where they can provide video И, information. соответственно, через ту же платформу Huddle, которой они пользуются, тоже и там, медицинский департамент тоже может иметь доступ к своим, по своим, там, скажем так, тематикам, своим видеоклипам. So that's pretty much the presentation over. So just to quickly. Все, в принципе, все, и сейчас он закончит своими мыслями о будущем футбольного анализа. So where we're going in the future. In terms of video capture, we're going to see more games filmed. So the norm now will be for all academies in England to film all games from first team to under nines. То есть сейчас, да, с точки зрения съемки, да, видео, в Англии сейчас все снимают все игры по всем возрастам, поэтому, соответственно, больше съемок тренировок, больше съемок игр. Improved technology, so Huddle have already started trialing cameras with us that Соответственно, обновленные технологии, появляющиеся новые технологии, effectively track the ball, so we won't have to have a man filming anymore. The camera will do it automatically. возможно, в будущем, да, уже камеры до того вырастут, то есть обновляться, что смогут сами вести, скажем так, съемку за мячом. То есть там, возможно, даже человека не нужно будет иметь оператора, камера сама будет снимать. And as technology improves, we'll see that equipment becomes cheaper and more affordable. Соответственно, в связи с этим, по идее, должно оборудование тоже быть доступным, да, и школам, и футбольным академиям. And the quality of the footage will become better. So Соответственно, это прямое должно быть увеличение качества работы академии. How we're going to review video is through effectively the online platforms that we're using. So Huddle will continue to develop and evolve. Опять же, если идет теми же этапами, то есть сначала съемка, да, в плане мысли по поводу будущего съемки. Сейчас, что касается просмотра, да, то есть появление и обновление онлайн-платформ, которые позволят. So boys will be able to access all of their videos, goals on their phone, which for us is good because it lets them do analysis even when they don't think they're doing an analysis session. То есть такая уже, может быть, больше фантастика, да, но когда уже сразу после игры, следующий этап это мобильные устройства. Когда уже сразу после игры, там, в течение там, нескольких часов, игроки уже могут на своих мобильных устройствах посмотреть все свои действия. And the main thing really is education as well, so people will start to begin to understand the benefits of video analysis on a platform. Соответственно, что позволит также и увеличить обучение и образование детей в футболе. For the data, we're going to have larger databases, which is the main thing. So we talked about over there how much data we have at the minute. The more data we have, the more reliable it becomes when we're analysing it. Что тоже как раз уже обсуждали касательно сбора информации, да, то должно, по идее, со временем увеличиваться количество информации, которая собирается, больше появляться эти базы данных, которые позволят все это хранить и уже там самостоятельно практически анализировать. This will allow us to hopefully identify particularly young players at an earlier age. Что позволит, опять же, то, что мы говорили, возможно, там на ранних этапах уже находить и распознавать талант. Then with recruitment, we have more access to more footage and probably more importantly for a lot of clubs, more data, which is the big thing. Соответственно, больше съемок, опять же, да, увеличит количество доступа к информации, увеличит, возможно, больше качественнее вот эти шорт-листы для селекционных служб, что приведет. For elite clubs, this is going to give us a larger talent pool to work with, so we're going to recruit, we're going to have a database of more players to recruit from, and there'll be less risk when we recruit them. Что приведет, соответственно, к минимальному риску при покупке, при выборе футболиста, соответственно, при покупке. And finally, just with regards to how we support other departments, again, improvements of technology will make that job a lot easier. We work a lot closer as well with the sports science guys and the physios to ensure that if there's anything they need us to do, we can do that. Соответственно, да, опять же, те же самые технологии, которые должны сейчас сильно развиваться, позволят нам больше помогать департаментам другим в академии, что в конечном итоге должно привести к
уменьшению количества травм и предупреждению травм, например. Perfect. Thanks for listening, guys. Все, на этом все. Если еще какие-то будут вопросы, то я думаю, что можешь помочь. С удовольствием. Мы сейчас, понятное дело, мы говорим о Фулхэме, а вообще, в принципе, отличаются ли у них в Англии клубов системы видеоанализа или кстати, кажется, свои моменты? In general, we're talking about Fulham, but for example, comparing with other England English academies, Yeah. is mostly there are standards, the same, there is everything. Similar. So the way the Premier League rank academies, they rank them in 4 ways. So Cat 1 is the highest rank, which Fulham are. So you will see consistently the Cat 1 sides, which are us, Chelsea, Arsenal, Man United, will do very similar things across the board. Ну, в основном, да, поскольку сейчас в Англии, в Премьер-лиге, в Англии, да, идет оценка академий, в принципе, по единым стандартам, то и присваивая там академиям категории там 1-2, они идут в основном, они требуют в основном одинаковые процедуры, одинаковый процесс, поэтому, что касается тоже видеоаналитического отдела, там все, в принципе, очень похоже. Teams like Man City will have more staff, so they have a full-time member of staff per age group. So they have a full-time member of staff Просто within где-то да, в our других академиях может быть больше количество вот этих аналитиков на полную ставку. Ну, Да? я думаю, вы сейчас сама По структуре, говорит, в принципе, все похоже. часто Премьер-лигу по тренинги, семинары, собираются. If you talk about Premier League or federations, do you have the seminars or workshops between performance analysts between the Premier League clubs? To a degree, so Opta are quite big. They do kind of 2 or 3 big talks a year where they'll invite guest speakers to go to. Opta. Opta, yeah. Opta сама, то есть Opta do quite a lot. не федерация, а именно Opta, компания, она собирает аналитиков 2-3 раза в год, и достаточно да, в широком формате общаются. Такой вопрос. Смотрите, это в основном касается детей до 16 лет, да, то есть все, что после, понятно, контракты и так далее, а вот то, что до. Например, вот к этой базе, да, которая общая база, там вот были различные, имеет ли доступ только Фулхэм, да, посмотреть тренера и там скауты и аналитики, или может, например, любой клуб Премьер-лиги посмотреть тоже на игроков Фулхэм? Если да, то могут ли они, допустим, как они могут к себе ребенка забрать из академии, если он способный, и может ли его, допустим, Фулхэм отпустить или должен отпустить? И как это может попрепятствовать, допустим, федерация в Англии? Хорошо, давайте по очереди. This you were talking about different platforms, different software. Opta, Y-Scout, Scout 7, and your personal database. Yeah, so we have our own in-house one. Yeah. And to your personal database, only Fulham have access. Yes. Has access. So what? As for the Opta, Y-Scout, and Scout 7. So for the first team, anybody can have access if you pay a service. For the academy players, you can only access your own information. One thing that we, as a club, are looking to hopefully roll out is we want Opta to provide information to all Premier League academy sides so that we can get information for under 18s and 23s. Because you pay for it. Because we pay for it, and we're even going to suggest potentially that we will pay for other teams to have it so that we can access their data, so that we can use that to То есть, recruit as well. касается вот это все Y-Scout, Scout 7, Opta, это все коммерческие компании, в которых есть доступ к любому, кто заплатит, скажем, членский взнос. Вот. И это касается, что касается там, основных команд. Что касается команд академии, то у них есть свой доступ, свои, но вот они хотят тоже там какой-то пакет приобрести, чтобы иметь доступ тоже к футболистам из других академий. И вот по поводу, допустим, тогда если в плане селекции, да, например? Да. Ну, как они могут забрать, допустим, не знаю, там, Возраст, Челси, Арсенал. какого возраста, например, если так взять? Любой, абсолютно, до 16 лет. До 16 лет. Это правильно же дети, которые без контракта? Или как? Или они на контракте все Фулхэме с 6 лет, там, 7 лет? Some scouting information. For example, under the children and players under 16, Yeah, young 15, under 14. Yeah. How can you, for example, take the player from Chelsea? So it's Or you cannot. And It's- if yeah, it's federation somehow block this or not? So, my understanding of it is, I'm not an expert, but we're Cat 1, so Cat 1 can sign off Cat 2, 3 and 4, because we're Category 1, we obviously have to pay a fee to do it, but we can sign from lower academies, 2, 3, 4. 2, 3, 4, yeah.
So if we wanted to sign from someone like Millwall, we could sign one of their players if an agreement was made between the two clubs with the money. We're also not allowed to sign players outside an hour and a half radius of our club. So everyone that we sign has to live within an hour and a half driving distance from the training ground. Значит, тут два момента. Во-первых, у них, во-первых, вот эти категории 1, 2, 3, 4. У них, как академия категории 1, они могут подписывать игроков из там, категории академии 2, 2, 3, 4. Например, там Millwall, да, кого-то они нашли, там какой-то финансовой договоренности, они могут забрать футболистов. Что касается именно селекции, они говорят, что только могут работать там, с детьми или приглашать тех, кто живет в пределах какого-то расстояния. For us, because we're in London, effectively, we have a very, very strong recruitment pool. Потому что они находятся в Лондоне, у них там достаточно сильная конкуренция, и они будут больше за определенную, где они находятся, они, в принципе, там могут набирать футболистов. For example, if you have there is academy of category 3, Yeah. can you scout or can you take the players of category 2? So can they Can they take they players? can't take players down, no. So if you're a category 2 academy, they wouldn't be able to sign a player off us unless we agreed it to take place, if that makes sense. So the Premier League will have generic compensation packages in place for however long the player's been at a club. So if we went to Millwall and signed a player, Premier League will have a fee that we need to pay Millwall. Whereas if it's the other way around, they don't have the power to take them off category 1 teams. Понятно. Здесь еще вопрос был такой, например, вот, академия категории 3 может ли покупать или брать игроков академии категории 2? Он говорит, что в принципе нет, потому что Премьер-лига, как федерация, да, они получают деньги за то, что, например, Fulham берет у кого-то из Millwall, кого-то берет, и они получают компенсацию. Если наоборот, то есть вроде клубы договорились, но из Fulham, если игрок переходит в Millwall, то федерация ничего не получает. Поэтому как бы они... А если больше Наверное, The reason why the Premier League put that in Там place- никто денег не получит. все Премьер-лига, вся лига. The reason why the Premier League did it is because they found that the big sides were signing players anyway, so they were just guaranteeing the smaller clubs money, because if they put these pay brackets in place, the clubs had to pay money instead of just taking Вся them. эта система тоже, у них существует эта система компенсации, поэтому тоже они заинтересованы в том, чтобы больше из маленьких клубов приходили в крупные клубы, чтобы поддерживать финансово маленькие клубы. Чтобы быть академией первой категории, обязательно, чтобы клуб играл главная команда чемпионшип или премьер-лиги. In order to get the category 1, is required that the first team has to play in championship or Premier League or not? Not really, but it's very hard to have it if you're in League One, because the money that it costs to run an academy is quite large. Вообще-то нет, но как бы это в принципе будет сложно, если команда там из более низшего дивизиона захочет иметь категорию, академию категории 24 Cat 1 academies, and I think 18 of them are in the Premier League, and then 6 are in the Championship at the minute. 24 академии всего категории 1, 18 из них находятся в Премьер Лиге, получается, и остальные в чемпионшипе. То есть, когда команда вылетает, она теряет категорию 1, получается, правильно? Нет. Чемпионшип живет на Чемпионшип у тебя сколько? 4, да? В принципе, не зависит, сколько, допустим, их академия успешна, сколько воспитанников нравится в команде. Там, кстати, у них 16-летний игрок сейчас. Вот они говорили со сеньором, Брайан Сесси. Какой принцип вообще категоризации? Do you know the standards of these categories in the academies? It's like a 60-page dossier. Там It's где-то 60 страниц вот этих стандартов, которые... horrors. Yeah, we had our process this season, so they basically come into the club, and you have 2 auditors come in and they look at everything that you do for a week. So we've been through this season. And it's not a nice Но process. это не самый приятный процесс, поскольку там приезжают люди, которые оценивают, в течение недели они проводят время в академии. Основные какие-то есть? For example, main things of this. So a lot of their stuff is based around staff. So they want full-time member of staff per each phase. So that's you need at least 5 full-time members of staff coaching, and then 2 part-time members of staff for every team. That's just for coaching.
then they need. Во-первых, много именно к персоналу там моментов, там, например, обязательно там, в каждом там департаменте должно быть там 5 работающих на полную ставку персонала, сотрудников. Там, тренеров тоже обязательно там должно быть какое-то количество именно тоже на полной ставке. You'll need numerous full-time analysts, physios, sports scientists, that kind of Именно thing. все на полную ставку должны там физиотерапевты, аналитики, то есть именно по персоналу там достаточно все. And then facilities massive, so we ramped up the training ground last summer. We spent a lot of money on the training ground to bring it up to the level that was required. Соответственно, другой момент касательно условий, да, в самой академии. Они говорят, что только год они вроде как получили эту академию, эту категорию, и как раз год назад им пришлось еще одно поле достраивать, чтобы получить эту категорию. А сейчас сколько полей? How many pitches now you have in the academy? По полям So we Краснодара have- точно знаю. On site, we have 5 grass pitches, a full astroturf, and a full indoor pitch. Four indoor, but not full size. One full-size indoor, one full-size astroturf outdoor, and then 5 grass pitches, one with a stadium, just for at the training ground. And natural pitches, 4 natural pitches. 5. 5 полей One has a stadium. 5 полноразмерных с натуральной травой, одно, которое именно стадион, то есть 4 тренировочных, одно one artificial, One, and then one outside, one inside. и два получается искусственных, одно манеж, одно. Сколько в Краснодаре? Сейчас 20-й достраивают. 25. In Krasnodar, we're at 25 pitches. 25. Nice. Just for information. The problem we have is small in London. Сигурдсон все равно решил перейти в Fulham с Краснодара. А, Сигурдсон они же Сигурдсон. купили. Sigurdsson. Yeah, we signed him in the Move winter. from Krasnodar. Yeah. Just for information. Yeah. Ну, тогда, если нет вопросов,